Ну что, Камчатка. Это просто мечта. Я когда утром проснулась, я уже понимала, что, скорее всего, серфить я не буду. И нам надо снова идти в океан, который был дичайше холодным. И реально, он был очень холодным в тот день. Поэтому пришлось надевать и носки, и перчатки, и шлема. Единственная проблема заключалась в том, что... Три проблемы. Сейчас дойду до этого. То, что когда я надела носки, пластырь-то я не могла надеть. А ноги у меня в кровь и в мясо были уже. Потому что как раз-таки у меня были новые ботинки для хайкинга. Надела я эти носки. Дотопали мы до пляжа, размялись. Пару раз я сделала тейковчик на доске и поняла, что я, походу, даже в воду не буду заходить. Поэтому, когда все начали заходить, я зашла самая последняя, я зашла и в ту же секунду поняла, что у меня большие носки. Вода сделала буль-буль-буль-буль-буль-буль в носочке. И мой мозг подумал, на какой же интересной волне я потеряю один из своих носков. Спойлер, я их не потеряла. Но я 3 раза чуть не задавила своих же девчонок. А потом психанула и просто вышла из воды и пошла на берег. Я просто вышла и пошла отдыхать. И после этого мы поехали на потрясающие озерки. Это натуральные источники, то бишь бассейны с сероводородом. Горячий ключ, здравствуй. Я вспомнила все свое детство, когда я всегда заходила вместе с бабушкой и делала вот так. Боже, можно я отсюда уйду? Шла, заходила и думала, я просто омолаживаюсь. Я восстанавливаю свое моральное здоровье и физическое тоже. Мы посидели, это было классно, мы попробовали пару разных ванн. Конец, кстати говоря, походу я переборщила, потому что я прям почувствовала, что у меня кружится голова, и я чуть не упала. Поэтому приехали мы домой, тусанули, отдохнули. Каким-то боком я дошла до того, что я рассказывала историю про бывшего 2,5 часа, и я изначально пришла просто за советом. А потом, чем дальше я шла, чем больше я рассказывала, я даже не планировала рассказывать эту историю, но чем дальше и больше я шла, тем больше ребят подтягивалось, интересовалась самой историей. В итоге, честно, можно я просто скажу огромное спасибо всем тем, кто сидел рядом и ржал вместе со мной, потому что я не думала, что такой опыт мне был необходим для того, чтобы расслабиться и наконец-таки отпустить всю эту тему. Как мы ржали! Мы пошли спать, потом снова проснулись и пошли на Вачкажец. Вачкажец. Горный массив. Give me a clear night underneath all the stars. I don't want no concrete jungles, no suburbia. I just want Мое почтение природе. So come with me to a place so far where the palm trees dance and swear. Я не помню, чтобы последний раз я настолько сильно восторгалась красотами вокруг меня. Ты видео решил снять? Угу. Это очень приятно. Теперь я буду в своем собственном же блоге. Не только держать камеру. Опять-таки, сил у меня не было, поэтому по большей части я шла все эти 6 часов просто молча. И думала, где же мне можно запустить дрон. Я его запустила, поэтому... Ну расскажи, что тебя бесит. Меня раздражает максимально то, что моя карта думает, что она полностью заполнена. А это неправда. Я ее чистила. Просто я чистила ее, она меня обманывает. Как так? Можешь взять из камеры? Я готова. Как красиво! The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? Follow, so follow. So if I lay down, will you come? Follow, so follow. So if I lay down, will you come?
природа там великолепная. Поражал абсолютно каждый вид, каждый листик. Главное, мы шли все и искали медведей. Медведя мы, кстати говоря, не нашли. На что мой папа поржал и сказал: слава богу, ты жива. Мы говорили о том, чтобы меня не съели медведи, или я не утонула где-то в Тихом океане. Бачкажец порадовал безумно меня погодой. Она определяла. Ну, прикольно. Я хочу это сфоткать. Ну дай, пожалуйста. Keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. Каким-то интересным боком мы ели всегда в дождь. Под дождиком. А я на себя попадаю. Да, Отлично. прекрасно. Спасибо. Необычный экспириенс, хочу вам сказать. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay till the morning? Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I can't help but me need of us two. Got a ticket to. Но при этом, когда у нас были спуски или восхождения, то всегда светило солнце. Когда мы спустились вниз, я снова поражалась, потому что они снова поставили стол, скатерть, был потрясающий, невероятно великолепный борщ. Дима, спасибо, ну вот просто вот так вот, до мурашек. Я не знаю, как ты это делаешь. Они поставили столы, скатерть, вазы вместе с цветами прямо напротив озера, где искупался наш гид. Мы снова ели под дождем. Зато я почистила полностью кроссовки, и самым поразительным для меня было во время этого восхождения это то, что я не засралась. Я даже ни разу не упала, вы прикиньте. И практиковали тейковчики. И нам еще так повезло, то, что в этой поездке как раз с нами был наш коуч по серфингу. И он мог проверить, как мы это все делаем. Смотрите, как солнце на отверстии. Смотри назад, плечи поднимай, волна идет. Подбородок выше, подожди, волна еще не пришла. Здесь обратно. Волна идет, я понял. Давай, плечи поднимаем, жмем, ускоряемся. Еще 2 грибка. Раз, два, и подъемчик. Оп. Спину выпрями. Хорошо, немножко вес. Все, я поехал. Поворот. Оп. Больше плечи разворачиваем. Не наклоняйся. На фронтсайд. Раз, заложил. Вернулись обратно, быстро пошли спать, все вырубились и снова проснулись опять-таки на уже... Подождите, я запуталась. Я посмотрела уже на 8-й день. И у нас, слава богу, было время на то, чтобы поспать, проснуться, не спеша собраться, одеться, позавтракать. Мы приехали на пляж, мы погуляли по этому пляжу. Было безумно красиво, снова солнечно. Я так благодарила погоду. Это такая благодать была. И вид на вулканы, главное. И мы пошли серфить, но в этот раз меня уже потащили на лайнап. Потому что мне сказали то, что я неплохо катаюсь, и я, наверное, справлюсь. Я тоже думала, что, наверное, я справлюсь, потому что на лайнапах я до этого была. Но с Тихим шутить нельзя, потому что Тихий океан тебя накажет абсолютно за все, что ты скажешь или подумаешь, что ты сможешь сделать. Вот и я такая же. Когда мы доплыли до лайнапа, у меня была первая волна, я встала на коленки и пропустила ее, потому что я очень сильно испугалась. Как холодно и дождливо, фу, и меня наш коуч отправил обратно сидеть на лайнапе. Я чувствовала себя, как будто меня в ссылку в Сибирь отправляют. Зато мы посидели, поржали, посмотрели волны, пообщались. Вторую волну я пропустила, я не догребла. А на третью, когда я уже думала, то, что я встану, я уже собралась, я встаю, и волна такая: куда ты пошла? Поверила в себя, да? Но я не сдалась. Я догребла до берега. И я подумала, что я пойду дальше снова. Я пошла. И я зашла не там, я гребла все это время. А там обычно бывает такая ситуация, то что вот у тебя есть волны, вот у тебя есть волны, и здесь у тебя канал, через который ты заплываешь до лайнапа. Там, где тебе надо приложить минимальные усилия для того, чтобы добраться до точки, откуда ты можешь стартовать и серфить. Я до нее не дошла. Зато я доплыла до лайнапа через все волны, доплыла, увидела коуча и сказала, что я попрела на берег, потому что сил не было вообще. Но я потом уже вернулась в кемп. После серфинга сразу же были коняшки. Throw away the city lights, throw away the cars.
beneath all the stars. Я, как девушка, которая никогда не может отказаться от двух вещей, серфинг и верховая езда, пошла туда и такая, нормально, сил не было, сил было 0, зато была красивая погода. Where the palm trees dance and sway. So run with me. If we leave right now, we might make it. И после этого у меня поднялась температура. Я перенапряглась в конец. Меня добил самый последний заход на лайнап. Я должна была остаться на берегу. Но из того, что я решила, что я все-таки покорю эту волну, избавлюсь от этого страха, чего я не сделала, я перенапряглась, и вечером того же дня у меня поднялась температура от перенапряжения. Затем она спала. Затем утром я проснулась, она снова у меня была, затем она снова спала, но на наш 15-й день мы поехали на морскую прогулку.